И снова здрасте, вы находитесь на канале «В гостях у Мишани». Мы сегодня будем делать с вами интересное блюдо. Я совместил два стиля, кавказский и восточный стиль. Это будет блюдо, называется фьюджин. Значит, что у нас будет с кавказского стиля? Кавказского стиля у нас будет кебаб на огне, на шампурах и тушеные овощи. Тушеные овощи мы добавим, это кориандр мы добавим туда, мы добавим кумин, мы добавим немножко черный перец и мы добавим немножко сухого лимона в наши овощи. Мы также будем делать крылышки на гриле. Но крылышки я пока с холодильника не вынул, потому что у нас очень жарко. Мы сейчас замесим фарш на кебаб, поставим в холодильник. И я выйму крылышки для того, чтобы замариновать их. Значит, что нам нужно в первую очередь для нашего кебаба? Мы взяли помидор, мы взяли перец, зеленушка у нас здесь, петрушка и кинза. По специям. Значит, красный перец острый. Значит, перец острый в хлопьях. Мы взяли черный перец. И мы взяли сухой базилик. И немножко, естественно, кориандра. Значит, приступим к нарезке наших овощей. Нам нужно с наших помидор вырезать только филе. Нам не нужна эта лишняя вода в наших кебабах. Эту серединку мы сами вырежем. Вот так. Вот так. И нарежем чистое филе. Вот это называется, ребята, филе помидора. Помидор мы нарубим очень мелко. Ребята, очень удобно работать с профессиональными ножами. Они очень удобные и острые. И очень, видите, как снимается филе с помидора. Вот сюда. Это все. Вот так мы сделаем. Вот так. Вот так. И подготовили мы для того, чтобы выбросить. Значит, давайте нарежем раньше полосочками. Вот так. У нас здесь 700 грамм мяса, говядина. Мы взяли средний помидор, и нам нужно, ну и средний красный перец. Половинку его мы взяли. Так же самое мы его сейчас разрежем. Видите? Нам нужно половинку лука. Мы также его нарежем слайсами. Перьями даже нарежем лучок тоненько. Видите, как нож стрижет? Посмотрите, какая красота. Посмотрите, как веер.
Видите, как нож? Теперь это мы нарежем. 500 грамм нашего фарша. Теперь мы возьмем все, перемешаем с мясом. Это фарш на кебаб, это как фарш на колбасу. Для того, чтобы кебаб держался, на шампуре во время жарки, фарш должен быть холодный и хорошо вымешан. Опять же, не забывайте про этот природный клей миозин в фарше, который склеивает между собой белки и мясо. Значит, давайте наши специи всыпем. Естественно, добавим где-то пол чайной ложки соли, и потом попробуем, максимум добавим. Вот так. Нашу зеленушку, то, что мы с вами говорили. Вот так. Вытрем руки для того, чтобы одеть перчатки. И мы будем с вами работать с фаршем. Тут не принципиально, температура фарша может подниматься до 15-20 градусов, здесь никаких проблем нету. Но фарш любит холод, любой фарш любит холод. Значит, мы сейчас вымешаем хорошо фарш, потом поставим в холодильник, потому что на улице у нас жарко, чтобы они подружились между собой 2 часа. А тем временем мы пока замаринуем наши крылышки. То есть подготовим все, чтобы потом поставить на стол красивых 2-3 блюда. Ну, вымешиваем хорошо наш фарш. Этот фарш нужно еще и отбивать, чтобы не было воздуха. Вкусно поесть и угостить своих друзей, не ленитесь. Это будет очень вкусно. Но соль можно будет попробовать после вымешивания фарша. Соль мы всегда успеем добавить. Если уже будет лишняя соль, ну придется их с пивом. И опять же мешаем до появления белых нитей. Если вы внимательно смотрите мои ролики про колбаски, где я несколько раз упоминал, что такой же фарш должен быть и для кебаба. И шампуры должны быть в холодном месте. Я положил в холодильник, чтобы они не нагревались. У нас 38-40 градусов температура. Даже ветра нет. Видите, сегодня на балконе. Ну, не так есть, но очень маленький. Такой даже его не чувствуется. Но сухо, влаги нету. Отбиваем, ребята, обязательно фарш. Хотите вкусно кушать, значит надо работать. Минут 6-7 надо его вымешивать. И отбивать. И отбивать. И отбивать. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Фарш наш вымешан. Хорошо выбит. И теперь мы его поставим в холодильник и пойдем за нашими крылышками. Мы принесли наши крылышки, мы их разделим пополам. Как вы видите, для этого ножа ничего невозможного нет.
Мы их режем пополам, чтобы при жарке кусочки жарились равномерно. И при жарке старайтесь нанизывать мясо на шампур, чтобы они были одинакового размера, тогда они прожарятся одинаково. Ну и вот сейчас разрежем наши крылышки. И будет такая вот пулочка, видите, какая красивая. И предплечье такое вот. Все? Молодец. Крылышки перед этим я хорошо промыл. Где были перья, прошли с бреннером. Крылышки чистые. Ну давайте начнем их мариновать. Значит, здесь кило 200 крылышек. Значит, мы берем 4 столовые ложки масла. Значит, здесь у нас уже мы сделали готовые специи. Здесь находится кориандр, черный перец. Здесь у нас чесночок. И у нас здесь приправа для курицы гриль. В нее ходят все травки. Тоже ходит немножко кориандра. И будем посыпать смесью крылышки. Ну вот, теперь мы будем вымешивать. А, да, еще и паприку я добавил красную. Не острую, потому что крылышки будут кушать дети. Просто дать им красивый цвет. Сейчас мы проверим на наличие соли. Вот такой простой маринад, но очень вкусный у нас в крылышках идет. Самое главное, когда вы делаете мясо на огне, не давайте ему пересохнуть, иначе можно испортить самое хорошее мясо, если неправильно жарить. Если это говядина, баранина или свинина, как только начинает, видите, дыметь и капать жир, надо тут же перевернуть ее на другую сторону. И чаще крутить мясо на огне. Тогда оно получится вкусное, сочное. Давайте попробуем. Отлично, соль достаточно, всего достаточно. Отлично. Крылышки подружились со своими специями, так как фарш, чтобы познакомиться со своими специями, мы поставим это все в холодильник. Да, ребята, я еще в крылышки добавил ложечку хмели-сунели. У нас кавказское блюдо. Ну вот, мы включили нашу плиту, ставим сотейник, пусть нагреется, нальем маслица. Сейчас у нас будет восточный вариант овощей. Значит, начнем с лука. И будем медленно-медленно томить это блюдо. Раньше мы все обжарим, закроем и будем медленно-медленно томить это блюдо. Значит, что мы делаем? Лучок. Значит, ребята, опять же, помните, мы говорили с вами, кто не любит ощущать большие куски лука в блюде, нарезайте его очень тоненько, и со временем он просто растворится и превратится в соус. То есть вкус его останется, а ощущать вы его не будете. Давайте. Вот посмотрите, вот он такие вот слайсы, тоненькие слайсы, видите, какие тоненькие слайсы. Вот он такие вот. Лучок мы будем резать полукольцами. А я вам расскажу, почему я не срезал вот этот чубчик. А за чубчик мы будем держать, когда будем нарезать, для того, чтобы не поранить наши пальцы. Вот посмотрите сбоку, как оно выглядит. Это. Видите, я вот держу
И пальцы мои не будут страдать. А если бы этого чубчика не было, мне пришлось бы так держать. А так я держу за чубчик. Все. Лучок уже начал потихонечку шипеть. Можно добавить еще немножко маслица. Я думаю, еще чуть-чуть. Вот. Начинает лучок шипеть. Ребята, нам здесь не нужен жареный лук. Мы его тушим до прозрачности. Потом мы добавим грибочки наши. Грибочки у меня шампиньоны и шиманджи. Пока тушится наш лук, мы подготовили грибы для тушения. Мы их промыли хорошо. Тут два вида грибов. Шампиньоны и шимаджи. Видите, я их разобрал. Ну и сейчас мы будем их знакомить с нашим луком. Ну вот лук карамелизировался, стал прозрачным. Видите, как он стал прозрачным. Мы опускаем наши грибочки. И будем их тушить вместе с луком. Если обратите внимание, большие грибы я брал на 4 части. Маленькие грибочки, вот один забыл еще, на 2 части. Чеснок я не добавляю сейчас, просто по одной простой причине, что он просто будет гореть. И блюдо будет с горчинкой. Ну, на этом этапе мы можем просто посолить грибы и лук. Добавим немножечко наши специи. Я вот в мельницу положил ложку кориандра, пол-ложечки зиры, пол-ложечки черного перца и добавил немного корицы. Немного корицы добавил. Я люблю свежемолотые специи. У них другой вкус, они раскрываются по-другому. И просто этот слой немножечко припорошить нашими специями. Все. И так каждый слой мы будем потихонечку присыпать специями. Чесночок мы где-то в середине положим. Когда мы будем, уже картошка у нас будет здесь, морковочка будет. А пока наши грибочки тушатся вместе с луком, мы нарежем все остальные овощи, чтобы зря не терять время. А когда будет тушиться наше блюдо, мы на гриле поджарим наши крылышки и кебабы. Вот так. Давайте нарежем остальные наши овощи. Вот у нас картошка. Порежем ее примерно такими кубиками. Что она должна томиться, если мы меньше ее размером будет, она просто в хлам будет развариваться, рассыпаться.
Мочковочку можно наискосок. Вот так. Но какая же восточная кухня? В момент, когда на восток и на Кавказ пришли плоды, такие как перец, такие как помидоры, такие как картошка, это 19 век. Может быть, на восток пришло немножко раньше, но с моментом открытия Америки Колумбом, когда в 16 веке испанцы завезли в Европу картошку, перец и томаты, они очень полюбились людям Востока и Кавказа. Во-первых, при тушении помидоры выделяют очень много жидкости, и получилось блюдо, тушилось в собственном соку. Перец, чили, он придавал определенную остринку, жгучесть, а сладкий перец давал свою сладость. Картошка набирала вкус перца, вкус помидор, добавляла свой какой-то вкус, и получалось очень вкусное блюдо совместно. И на Кавказе, и на Востоке, если вы обратите внимание, большинство блюд картошка, даже не картошка, а большинство блюд это перец, это помидоры. В основном все тушение происходит медленно, на маленьком огне. И все в собственном соку. Эти плоды стали очень популярны в Евразии и в Африке. И в основном, если вы обратите внимание, все блюда восточной, среднеазиатской кухни есть помидоры, есть перцы. И когда есть помидоры, можно не добавлять воду, помидоры отдают свой сок. И в этом соку происходит медленное томление. Ну, будем нарезать, а то мы что с вами заговорились. Этот раз помидоры я не буду жарить на гриле. Мы придадим им современную нотку, чтобы они чувствовались. Зеленый перец. Перчик мы порежем полукружочками. Добавим еще красненький перец. Так. Баклажанчики у меня лежали в соли. Вы видите, выжатые, чтобы они не горчили. Нарежем тоже такими же кусками, как картошку. Я люблю, когда ощущаются овощи, а не когда они в кашу превращены. Вот так. О, под крышкой это класс. Это отлично. Теперь давайте забросим нашу картошечку. Вместе с морковочкой можно. Вот у нас же помощник есть. Вот так. Все кавказские и восточные, среднеазиатские блюда, если вы обратили внимание, они яркие. Пища должна быть не только вкусная, но и красивая на глаз. Ну вот. Это уже вкусно. Это уже очень вкусно. Кориандр и кумин сделал свое дело. В конце я добавлю немножечко корицы и зелени.
Но каждый слой мы будем солить и добавлять специи, чтобы все овощи получили смесь специй. И тогда мы сделаем маленький огонь и будем тушить час-полтора, будем тушить. Здесь мяса нету. Я думаю, час нам достаточно будет, полтора. А этим временем мы поджарим крылышки и сделаем кебабы на огне. Ну, наша картошечка подружилась с остальными овощами. Она стала немножко мягенькая. Видите, как она? О. Сейчас мы будем добавлять перец. Мы взяли красный, зеленый перец. Мы дадим его сверху. Вот так. Значит, мы положим 2 таких кабачка, даже не 2, а 3, 4 кабачка. Вот такие красивые кабачки маленькие. Мы нарежем чесночок. Не надо сильно мельчить его. Нарежем чесночок. Это нам уже не пригодится. Значит, добавим, как мы говорили, нашу специи и соль на каждый слой. Так. Свежемолотое все наше все. Вот так. Сейчас, секундочку, мы еще намерим. Так. Значит, дальше мы опустим наши помидорки для сочности блюда, так как мы говорили. Почему полюбили помидорки? Из-за сочности и из-за кислинки, которая они дают. Отлично. Упакуем баклажаны. Мы их перед этим вымочили в соли, чтобы они не горчили. Вот так. Я очень люблю баклажаны. Так. Вот так. Значит, мы добавим чесночок остальной. Отлично. Хаотично разбросаем его по всей поверхности нашего блюда. Значит, передадим соль. Не бойтесь, вы не пересолите. Кстати, специи, ребята, по своему вкусу. Все специи по своему вкусу. Значит, черный перец. Кстати, черным перцем пользовались раньше в Европе и на Кавказе, чем красным. Красный перец к нам пришел с Америки, а черный перец пришел с Индии. Когда проходили караванные пути через Кавказ, через Азию, ну, естественно, у купцов и покупали эти специи. Они-то были очень дорогие. Их могли купить только люди, которые имели деньги. Богатые люди. Помыли зеленушку. Посмотрите уже, какое красивое блюдо. Добавим кинзы.
Вот так. Воду мы не добавляем. Все тушится в собственном соку. Это секреты восточного томления, приготовления пищи на медленном огне в собственном соку. Это своего рода как в тажине, как в глиняной посуде. Значит, что мы делаем дальше? Накрываем все крышкой. Опускаем на медленное томление, и на 2 часа мы забудем про наше блюдо. А для того, чтобы крышка плотно стояла и вот дырка для пара лишнего, чтобы не выходил, мы просто... А для того, чтобы пар держался внутри посуды, мы поставим, накроем наше блюдо бумагой для выпекания. А сверху мы положим крышку, чтобы она плотно прижала наше блюдо. И чтобы нигде не выходил пар. Ремень безопасности. Бумага, она горит, но не важно какая бумага. Думайте о безопасности. Так что лучше возьмите, если появились внутри посуды, но ни в коем случае, чтобы края бумаги не касались плиты. Даже если она будет электрическая, она тоже может загореться. Ну все, наводим порядок. Забываем про наше блюдо на 1,5-2 часа. Посматриваем, просто следим за ним. Наводим порядок и приступаем к нашим кебабам, к нашим крылышкам для обжарки. Ребят, я не волшебник, я только учусь. Сейчас сделаю хлопок, и все исчезает. Оп, оп, и все исчезло. Но теперь будем нанизывать крылышки на шампура. Так мы с вами говорили. Так они равномерно прожарятся. Видите? Вот так. Когда жарко, много мяса не идет. В основном идут салаты, овощи. Поэтому многое мы сегодня делать не будем. Мангал наш работает, нагревается. Старенький. Скоро будем покупать новый. Как появятся какие-то скидки. Сейчас просто не сезон. Сезон в основном зимой. Купим новый мангал. Тогда столько у нас еще блюд будет на гриле. Новых и интересных. Ребята, вы подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Продвигайте мое видео. Мне будет приятно, а вам будет вкусно. Вот так. Видите, как мы их. Видите, как красиво мы их протыкаем. Мы их протыкаем плашмя, видите? Чтобы они прожарились везде равномерно. Ну, наверное, сделаем еще один шипут. Вот у нас получилось 3 шампура. Мы раньше пожарим крылышки, потому что мангал мой не позволяет все вместе жарить. Там просто нет места, и не все комфорки работают. А мы раньше сделаем крылышки, потом сделаем кебабы. Кебабы должны получиться огонь. Вот так.
Вот такая красота, ребята, у нас получилась. Ну вот, наш гриль нагрелся. О, хорошо. Ну, и будем класть наши крылышки и наши куриные крылышки. Смотрите, какая красота. Вот. Вот такая красота у нас получается. Давайте закроем. Вот так. Ребята, чаще крутите мясо, и оно будет всегда сочным. Видите? Чаще крутите мясо. Ну вот. Первая партия у нас готова. Смотрите, как они красиво зажарились. Смотрите, какой у них цвет. Ну вот, крылышки наши готовы. Присыпем лучком их. Они еще вкуснее станут. Зеленушкой. Вот так. Вот так. Ну вот, фарш наш остыл. Шампура остыли, холодненький. Фарш холодный. Будем формировать нашу кебабы. Значит, мы берем, делаем такую котлету. Надеваем на шампур. Обязательно делать замочек здесь. И обязательно смочить руку. Замочек сверху, замочек снизу обязательно. И растягиваем фарш по всему шампуру. Подмети выше, жневло выше. Вот так мы делаем наши кебабы. Замочек впереди и замочек внизу. Вот такие вот кебабы у нас будут, ребят. И будем сразу ложить их на огонь. Прилипаются, будут прилипать. Ребят, еще раз смотрите, выбиваем воздух. Фарш липкий. Шампуры холодные. Одеваем вот так, видите? Раз. И пошли. Обязательно замочек делайте впереди. Намочите руку обязательно. И продолжайте лепить ваши кебабы. Вот так. Ну и так все остальные кебабы лепите. Они не упадут, они стоят, видите. Они не падают с шампура. Они сделаны так, как надо.
Значит, лайфхак, ребята. Если у вас старый гриль и прилипает на решетку мясо, снимите решетку в сторону и оставьте на прямом огне. Кебаб любит сильный жар. Если он будет на прямом огне, он не будет приклеиваться к решетке и мясо не будет падать. Дайте ему немножко отдохнуть, полежать. Пусть наберет температуру, а потом мы перевернем и посмотрите. А вот наши кебабы. Смотрите, какая красота. Они не падают и не думают даже падать. Видите, какая красота. Скоро мы будем их снимать. И они приклеиваются к решетке. Они на открытом огне. Вот такая вот красота. Смотрите. Сочные, красивые кебабы. Ну вот, кебабы готовы. Сейчас будем их снимать с шампура. Раньше замочек здесь мы откроем, а потом будем тянуть вдоль шампура. Слышите, как шипит? Смотрите, какой красавец. Давайте следующий. Посмотрите, какой красивый кебаб. Послушаем, замочек снимем. О, а теперь вот так. Какое шипение приятное. Вот так, видите? Горячий шампур, замочек. И снимаем. Это пита самая вкусная. Соки собрали с кебаба. Ну и дальше. Откроем. О. И выложим. Вот так. Сверху мы положим питку. И сейчас спросим у детей, если не хотят питу, мы сделаем затором. Затор разведем в оливковом масле, а потом оливковое масло затором выльем на питу и запечем на гриле. Ну все, закрываем, ставим в духовочку, чтобы было теплое. Вперед! Ну вот, наше блюдо фьюджен готово. А почему на фьюджен? Тут смешано две культуры. Две кулинарии. Одна кавказская, другая восточная. Восточная — это овощи, которые томились долго у нас на огне, на медленном огне. Тут у нас пита с затором, тоже к восточной кухне это относится. Ну и шашлык. Это шашлык из крылышек куриных и кебаб. И аджика собственного приготовления. Значит, восточная и кавказская кухня. Рис, овощи и мясо. Давайте попробуем. Раньше овощи попробуем. Вот мы взяли кабачок. Очень нежный. В норму специй. Не перебивает вкус кабачка. Очень вкусный кабачок. Давайте еще картошку. Очень вкусно, ребят. Что мы еще не пробовали здесь? Грибочек, да? Давайте грибочек попробуем еще. Вот грибочек. Очень вкусно. Очень вкусное сочетание, во-первых, овощей. И очень вкусное сочетание специй. Специи в норме. Много не надо, чтобы чувствовать вкус продукта. Очень вкусно. Давайте пробуем кебаб.
Вот наш кебаб. Давайте его. О. Ну прямо сказка. Прямо сказка кебаб. Остренький. Ощущаются специи хмели-сунели. Мясо здесь рубленое. Видите, кусочки мяса. Мясо рубленое. Он не сухой. Он очень вкусный. А давайте его с аджикой собственного приготовления. Оно не ядреное. Ох. Аж затылки запекло. Ну, осталось попробовать крылышки. Ребят, они очень вкусные. Они мягкие. И вот первый дегустатор, второй, вернее, первый был я. Пришел. На, дорогой. Если собака есть, значит это очень вкусно. Ну и попробуем нашу пиццу с затором. Какой аромат затора. Ребята, затор это трава, которую сушат и смешивают с кунжутом. А что мы сделали? Мы взяли эту смесь затора и кунжута, смешали с оливковым маслом хорошо, взяли щеточку и вымазали хорошо на нашу питу, а потом на огне, на гриле ее поджарили. Это получается очень вкусно. Ну, я потом доем. Всем большое спасибо. Подписывайтесь на канал. Всем мира, здоровья и всего доброго. Счастливо всем. Держи. Ну, Евгений, попробуйте и оцените блюдо рагу по-восточному. Давайте, конечно. Смотрите, какая красота с подливочкой. Все тушилось в собственном соку. Картошечка вкусная. Вот. Все тушилось в собственном соку. Не разваливается. Очень все. Возьмем перчик, возьмем зеленый лучок. Все по чуть-чуть. И обязательно попробуем. Раз. И ваше мнение? Тает во рту все. Первый раз такой ем. Вот как вкусно. Идеал. Как Приправлено. по специям? Все в точку, как говорят. Очень-очень вкусно, реально. Реально. Вот такое дело надо обязательно выпить. Давайте Хорошие поднимем. виски. С такой закуской грех не выпить. Давайте. Чип, Давай. молодец. И чип-дегустатор тоже у нас. И чипу Всем будьте понравилось. здоровы, дай бог, все было хорошо. Давайте, всем мира. А нам приятного аппетита. Всего доброго, до свидания. Hey.